Друзья партизаны, всем привет! Вы вновь на YouTube-канале Волхонский Лайф, а это значит, что вы опять узнаете то, о чем вам никогда не расскажут с экранов ваших долбанных путевизоров. Я вам уже говорил, что в России нет коронавируса, в России официально пневмония. И, например, в городе Рыбинск я на заправочной станции пару дней назад разговорился с работниками скорой помощи и спрашиваю: скажите вот честно, сколько коронавируса в городе Рыбинск? Либо вы подписку давали, так и скажите, что не имеете права разглашать тайну. На что мне сотрудницы, молодые девчонки, сказали, что официально в городе один заболевший коронавирусом. Я говорю, неофициально. Я говорю, с пневмонией сколько? Они говорят, что с пневмонией очень много народу. К примеру, кто местный житель города Рыбинска, либо Рыбинского района, знает, что есть такая больница имени Пирогова. Так вот, она переполнена. И буквально 5 минут назад я узнал, то есть вот я пришел, так скажем, себе в офис, здесь не был уже там неделю, наверное, узнал, что соседи, которые здесь живут рядом, только на моем этаже двое с высокой температурой лежат в больнице с пневмонией. То есть, внимание, им не ставят никакой коронавирус, им ставят пневмонию. И в дополнение к теме с коронавирусом, друзья, смотрите, какая информация появилась. То, что китайцы закрыли с Россией все границы. Потому что они вывезли с Дальневосточного федерального округа России 98 человек своих, которые хотели вернуться в Китай. И, как выяснилось, половину из этих человек, которые вернулись в Китай, китайцы им поставили коронавирус. То есть, у нас они максимум чем болели, как им писали, ОРЗ, но как только они границу пересекли, перелетели в Китай, у них определили коронавирус. Так вот, друзья, в тему коронавируса и болезни Путина сейчас с вами и поговорим. Помните, те, кто смотрит мои ролики все, я говорил, как только Путин объявил о нерабочей неделе, я сказал, что не неделя, до 1 мая точно. И Путин спустя неделю опять появляется на трибуне и заявляет: все, до 1 мая мы будем продлевать так называемые выходные дни. И буквально вчера он выступал, и после его выступления у меня складывается опять такое впечатление, что он будет продлять так называемые выходные дни до 1 июня. А ведь люди уже сейчас радуются, что все, 1 мая досидим, все хоть потерпим, а потом выйдем, все будет хорошо, пойдем на работу. Я им говорю: нет, друзья, нет. 1 мая вы никуда не выйдете. Потому что Путин вчера на своей вот этой вот опять общение там с Голиковой, еще с кем-то из своего бункера, он заявил, что пик этого заболевания будет в регионах только через 2, 3, 4 недели. А это уже середина мая, друзья. Следовательно, должен пройти пик, а потом спад. То есть я считаю, что Путин будет продлять до 1 июня, как минимум. И вы вспомните, о чем я вам также говорил. Весной посадки. У вас огороды, у предприятий идет посевная. И ничего не будет сделано. Сельское хозяйство понесет убытки. Продукты, если будут в магазинах к осени поставляться, то они будут по очень дорогой цене. Внимание, а на что вы будете покупать? Ведь у вас уже не будет денег, так как не будет работы. То есть в России будет голод. Поэтому, друзья, я призываю вас готовиться по чуть-чуть. Может быть, закупать лишнюю баночку там, консервов каких-нибудь, гречки. Друзья, готовимся к тяжелым временам. И опять же, что я увидел из вчерашнего выступления Путина? Да уже и многие, смотрю, паблики в Телеграм
начали публиковать непонятный кашель Путина. То есть он что-то там читал по своему документу, по своей бумажке и вдруг начал кашлять. Подвержены волатильности глобальные финансовые. И вот только что говорил об этом президент Казахстана, сырьевые. И он мне сразу напомнил человека, который сегодня по Рой ТВ, по-моему, я смотрел, он болеет коронавирусом, и он точно же так же кашлял. Понимаете? То есть у меня складывается такое впечатление, что Путин-то на самом деле все-таки заболел коронавирусом, и сейчас его пытаются вылечить. Например, даже сегодня Пескова в очередной раз спросили, как же здоровье Путина, ведь он как-то странно кашлял и вел себя неадекватно на этом вчерашнем выступлении. На что Песков, как всегда, отвечает, да все с ним хорошо. Но, друзья, давайте вспомним, что когда Путин заявлял о прямых эфирах, например, прямой эфир в 4 часа должен быть, да, говорили, либо в 3, но вдруг он почему-то откладывался. А что, если у Путина действительно тяжелое состояние, и, например, он договорился, да, я в 4 выйду, но у него нет сил выйти в 4. Его пичкают уколами, таблетками, чтобы он очухался и через час сделал так называемую запись своего эфира и показал нации, что он еще пока что жив. А что если тот же Собянин знает, что Путину плохо, поэтому он прям ведет такую атаку на то, что стать преемником? Задумайтесь об этом, друзья. Я, конечно, понимаю, что медицина у Путина в бункере гораздо лучше, чем в каких-то там больницах. Но как там Бог распорядится, откачает Путина или нет, я не знаю. Но опять же, я еще не уверен, болеет он или нет, но есть какие-то такие подозрения, что на всех вот этих видео, которых он его показывает, он довольно хероватенько выглядит. И об этом мне пишут даже сами подписчики. Присмотритесь к его выступлениям. Найдите их в Ютубе. Посмотрите. Может быть, вы что-то еще заметите, чего не заметил я. Друзья, как я и говорил, то, что для заговорщиков сейчас лучший момент. После того, как Путин побывал в больнице, в коммунарке, кто-то его туда свозил. После того, как он пообщался с врачом, который болел коронавирусом, потом стало известно. Путина изолировали в бункер. И для заговорщиков сейчас наилучшее время, чтобы изолировать Путина и сказать нам, что он все ушел в рай, в который так давно собирался. И вот на смену его приходит новое правительство. Ну а мы пока с вами будем сидеть в так называемом заперти, самоизоляции, с заваренными подъездами. Вы видели это на видео, в интернете гуляют, когда людям заваривают подъезды, чтобы они не выходили. Ведь охранять-то тяжело. Зачем? Заварили все подъезды, сидите все пару недель. И дырку сделали в двери, чтобы люди заказывали по телефону, им доставка пищи была. Путинская Россия. 20-й год. Так вот, друзья, пока мы с вами будем сидеть дома, ну, большая часть страны, да, на самоизоляции, нам выйдут и скажут, что вот, да, какое горе, смена власти. А вы еще дальше сидеть еще месяц, 2, 3, 4, как каких-то животных будут дрессировать, показывать уже нового президента по телевизору, чтобы мы все к нему привыкли. И потом, как поймут, что все, ну, никто не выйдет протестовать, что как-то тут новый президент появился. После этого всех отпустят. Возможен такой вариант? Возможен. А может, это просто сказка от Волхонского. Но в любом случае, дорогие друзья, я вам говорю, что у меня есть такие впечатления, такое предположение после вчерашнего выступления Путина, что в связи с тем, что он сказал, что пик будет только через 3 недели, я думаю, что
через недельки-две Путин выступит и скажет, что продлеваем до 1 июня. И сделает очередную какую-нибудь еще подачку в виде каких-нибудь налогов, либо еще каких-нибудь послаблений, которые нас с вами абсолютно никак не коснутся. Мне тут понравилось одно народное творчество. Я у себя даже в телеграм-канале Волхонский 2.0 опубликовал. Интересно, да? Итоги недели. РФ после Брестского мира и капитуляции перед саудитами больше не великая энергетическая держава. А вирус показал, Путин не лидер нации, не герой, а обычный слабак, самоизолировавшийся от страны в тяжелый час и бросивший народ России на произвол судьбы. Подписывайтесь на канал Волхонский Лайф, если еще не подписаны. Дальше будет самое интересное. Всем пока.